Литвяк есть техника, которую узнаешь сразу. Советские яки, тяжелые Л-2, знакомые грузовики военного времени. Все это выглядит понятно и вроде бы не обещает никаких загадок. Но только стоит остановить изображение, приблизить отдельные кадры и посмотреть не только на самолеты, но и на то, что происходит вокруг них, как вопросов становится гораздо больше, чем ответов. Что именно за мистер Шмидт сражается с советскими летчиками? Почему он одновременно похож и на БФ-109 и при этом не позволяет уверенно определить модификацию? Что за странная короткоствольная пушка-гаубица появляется в кадре и выглядит так, будто успела повоевать еще до революции? И зачем создатели фильма настолько подробно показали советский аэродром, вплоть до заправщиков санитарной машины и передвижного пункта управления полетами, но практически полностью убрали из фильма немецкую наземную технику. И получается довольно необычная картина. Советская сторона существует как настоящий живой мир, где самолеты ремонтируют, заправляют и готовят к вылету, где по аэродрому постоянно ездят машины, а рядом дежурят медики. Немцы же почти не имеют собственного пространства, у них нет заметного аэродрома, нет колонн грузовиков, нет техники обеспечения. Вражеские самолеты просто появляются в небе, наносят удары и снова растворяются где-то за облаками. И в этом, конечно, есть что-то от Дюнкерка Кристофера Нолана, где противника тоже почти не показывают. Он там существует не как конкретная армия с лицами, машинами и собственной жизнью, а как надвигающаяся опасность, которую невозможно рассмотреть, но невозможно и забыть. Но только в фильме «Литвяк» этот прием работает немножко иначе, потому что советская сторона, наоборот, наполнена огромным количеством деталей. Поэтому сегодня мы посмотрим не только на главные самолеты фильма, но и на технику второго плана, которая иногда рассказывает о войне гораздо больше, чем самый эффектный воздушный бой. И начать здесь нужно, конечно, с Яков. Основным самолетом фильма становится Як-1, и это совершенно логичный выбор, потому что именно с этой машиной и связан боевой путь Лидии Литвяк. В картине Яки постоянно находятся в центре событий. При этом сказать, что перед нами просто Як-1, недостаточно. Этот самолет выпускался большими сериями. Он постоянно менялся, получал другой фонарь, измененную заднюю часть фюзеляжа и множество менее заметных отличий. И поэтому при внимательном просмотре возникает отдельный вопрос. Какие именно варианты Яка нам показывают и соответствуют ли они конкретному периоду действий? На некоторых кадрах можно заметить самолеты с заниженной задней частью фюзеляжа и улучшенным обзором назад. То есть внешне они больше напоминают Яки-1Б. Однако фильм редко позволяет спокойно рассмотреть машину. Самолет быстро проходит через кадр. Камера переключается на лица пилота и затем начинается бой. И для определения конкретной модификации остается всего несколько неидеальных стоп-кадров. Но важнее другое. Яки в фильме не выглядят музейными экспонатами, которых специально выкатили на площадку и аккуратно протерли и поставили под красивым светом. Вокруг них постоянно что-то происходит. Работают механики, подъезжают грузовики, подвозят топливо, люди проверяют машины перед вылетом. Именно этого часто не хватает на современном военном фильме. Самолет в них будто существует сам по себе. Летчик подбегает к машине, забирается в кабину, двигатель уже готов к запуску. Баки каким-то образом тоже уже заправлены. И вот уже спустя несколько секунд герой уже сражается в воздухе. А в действительности каждый такой вылет был результатом огромной работы. Самолет нужно было осмотреть, заправить, вооружить и при необходимости отремонтировать. А рядом с каждым летчиком находились механики, оружейники, водители, связисты и множество других людей, которые не попадают в списки воздушных побед, но без которых ни одна победа просто бы точно не состоялась. В фильме «Литвяк» этот аэродромный организм действительно ощущается, и чем дольше ты смотришь на технику второго плана, тем лучше понимаешь, насколько удачно она дополняет самолеты. Хотя смотреть на Яки снаружи — это одно, а оказаться внутри его тесной кабины — совсем другое. И я уже снимала отдельное видео про Як-9, и тогда я смогла лично забраться в кабину самолета этого семейства. И, казалось бы, машина стоит на земле, двигатель выключен, вокруг спокойно, никто не стреляет, и поэтому бояться совершенно нечего. Но внутри все воспринимается совсем иначе. Кабина очень тесная, по бокам тебя зажимают металлические борта, перед глазами находятся приборы и прицел, ноги почти некуда убрать, а любое движение приходится делать осторожно. Даже просто выбраться наружу оказалось не так легко, как это выглядит, например, в кино. Но через несколько минут в голове появляется неприятная мысль: а что произойдет, если вдруг фонарь откроется? На Земле этот вопрос кажется немножко глупым.
Можно позвать кого-то на помощь, спокойно разобраться с механизмом и выбраться, но теперь представим, что самолет находится на высоте. Кабина заполнена дымом, где-то рядом горит топливо, управление повреждено, а фонарь заклинило после попадания. И при этом летчик не должен паниковать. Ему нужно продолжить управлять машиной и следить за противником, пытаться выйти из боя и понять, может ли он вообще посадить свой самолет. Мне стало неуютно и даже немного страшно просто посидеть в неподвижном Як-9. Но настоящим летчикам приходилось в похожей кабине не только проводить много часов, но также и вступать в бой, видеть трассы и пробоины, и также горящие самолеты товарищей. И после такого опыта сцены посадки в Як-9 воспринимаются совершенно иначе. Перед нами уже не просто красивый истребитель с узнаваемым силуэтом, ведь человек забирается в тесную металлическую кабину, закрывает над головой фонарь и знает, что через несколько минут этот самолет может загореться или же начать падать. Но чтобы начался воздушный бой, советскому Яку нужен противник. Именно здесь и фильм подбрасывает одну из главных технических загадок. Вражеский самолет явно должен изображать мессершмитт БФ-109. Его силуэт узнаваем, на крыльях и фюзеляже находятся немецкие кресты, а сама машина выполняет привычную для кино роль основного противника советских истребителей. Однако попытка определить точную модификацию быстро превращается в небольшое расследование. И если исходить из времени действий, наиболее логично ожидать БФ-109F или же одну из ранних версий БФ-109G. И для точного определения нужно внимательно рассмотреть форму носовой части. Фонарь, воздухозаборник, хвостовое колесо, колесные ниши и характерные выступы на капоте. Проблема в том, что фильм словно не хочет нам давать эту возможность. Мессершмитт появляется ненадолго и быстро проходит через кадр. Он попадает в прицел, резко отворачивает, после чего изображение переключается на советского пилота или же на взрыв. И в результате перед нами получается не конкретный БФ-109F или же БФ-109G, а собирательный киношный мессершмитт, который должен быть узнаваемым с первого взгляда, но не обязательно выдерживать подробное сравнение с чертежами. Возможно, компьютерную модель изначально создавали именно таким образом. Большинству зрителей достаточно увидеть немецкие кресты и знакомые очертания, чтобы понять, кто перед ними. Ну а точная форма капота или особенности конкретной серии волнуют уже сравнительно небольшую часть аудитории. Однако на фоне подробно показанной советской техники такое решение бросается в глаза. И с точки зрения обзора техники, этот мессершмитт остается одной из самых интересных загадок фильма. Ну а следующий самолет показан гораздо более убедительнее. В фильме появляется двухместный Ил-2, который нередко называют Ил-2М, хотя в официальном обозначении отдельных вариантов этого штурмовика все намного сложнее. Главное отличие хорошо заметно даже человеку, который не особенно разбирается в авиации. За пилотом находится отдельное место воздушного стрелка. Появление Ил-2 в фильме важно еще и потому, что оно и напоминает о задачах советских истребителей. Яки не только искали немецкие самолеты, но также и вступали с ними в дуэли. Они прикрывали штурмовики, которые работали у самой земли, и были особенно уязвимы во время атаки. А там внизу начинается уже совершенно другая война. И именно оттуда в кадр попадает один из самых странных образцов техники фильма. Это пушка-гаубица, и она сразу заставляет остановить изображение. У нее короткий и массивный ствол, большой щит и настолько архаичный лафет, что кажется, будто орудие случайно осталось на позициях со времен Первой мировой войны. По общему виду она напоминает одну из старых артиллерийских систем, созданных еще до революции, или же позднее модифицированную в Советском Союзе. Одним из возможных вариантов может быть 122 миллиметровая гаубица образца 1920-х годов, или же близкая по конструкции система. И тут не исключен более простой вариант. Для съемок нашли подходящее музейное орудие, которое выглядело достаточно старым и соответствовало общей эпохе. Авиация также появилась в моей игре Panzer Schreck. Переходи по ссылочке в описании и попробуй.